Все мы любим ходить в походы. Кто-то идет в поход, чтобы отдохнуть от городской суеты, кто-то, чтобы опробовать на себе навыки выживания вне цивилизации, а для кого-то походы– это сама жизнь. Но даже в самом продуманном и хорошо спланированном маршруте что-то может пойти не так. Прибайкалье– горная область на юге Восточной Сибири. В Прибайкалье резко континентальный климат. Средние годовые температуры в котловинах от 0 до -1 градуса, в кольцовом поясе от -6 до -8 градусов по Цельсию. Наиболее низкие среднемесячные температуры в котловинах и высокогорьях от -33 до -36 градусов. Значительно теплее на склонах, обращенных к Байкалу, от -26 на севере до -17 градусов на юге. Лето теплее в котловинах. Средняя температура июля 17 градусов и прохладнее на побережье 12-15 градусов. Реки и озера Прибайкалья. Речная сеть наиболее густая в восточной части Прибайкалья, которая дренирует реки Баргузин, Селенга, Верхняя Ангара, Турка, Снежная и другие. В западной части Прибайкалья, на Байкальском хребте, берет начало крупнейшая река Сибири – Лена, с притоками Керенга и Улькан. Центр Прибайкалья – озеро Байкал, влияние которого сказывается на природных особенностях побережий. В Прибайкалье четко выражена высотная поясность ландшафтов. Наибольшую площадь занимают горно-лесные ландшафты. На побережье озера Ольхон до высоты 650-800 метров на южном склоне Хамар-Дебана распространены степные ландшафты и лесостепь с сосняками, березняками и лиственничками. Именно здесь, в Прибайкалье, и начинается наша история. Привет, интернет! Меня зовут Виолетта Берже, и я рада приветствовать вас на своем канале «Тайное место», на котором я буду рассказать вам разные интересные детективные истории. Сегодня мы с вами поговорим про историю, которую называют бурятским аналогом перевала Дятлова. Эту историю сравнивают с перевалом Дятлова главным образом потому, что в августе 1993 года на горном хребте Хамар-Дабан, который находится на юге Восточной Сибири и в Южном Прибайкалье, в пределах Республики Бурятия, таинственным и мистическим образом погибла туристическая группа из 7 человек. Коровина Людмила Ивановна, руководитель группы и турклуба «Азимут». Филипенко Татьяна Юрьевна, секретарь Петропавловского педагогического училища, участник турклуба «Азимут», активный участник походов. Крысин Александр Геннадьевич, студент МГТУ имени Баумана, в турклубе «Азимут» с 12 лет, активный участник походов. Собирался жениться на дочери Коровиной Наталье, сделав ей предложение незадолго до похода. Швачкин Денис Викторович, участник турклуба «Азимут», первоначально не рассматривался как участник похода, заменил другого юношу, которого не отпустили родители. В свою очередь, сам ушел в поход без разрешения родителей, которые находились на отдыхе, оставив им только записку: «Поехал в горы, скоро вернусь». Уточник Валентина, студентка Петропавловского педагогического училища по 2 специальностям, учитель школьного труда и инструктор школьного туризма. Залесова Виктория первоначально не рассматривалась как участник похода, поскольку ранее в другом походе с Людмилой Коровиной показала свою неготовность к физическим и моральным нагрузкам. Взята в поход по настоянию своей матери, лично уговорившей Коровину. Бапанов Тимур Балгабаевич вырос в семье туристов-походников, активный участник турпоходов. По признанию Валентины Уточенко, члены не являлись друг другом близкими друзьями, но как члены турклуба или любители походов хорошо знали друг друга. Так, почти в том же составе в 1992 году группа была в походе в горах Тянь-Шаня. В августе 1993 года 7 туристов из Казахстана под руководством 41-летней мастера спорта по пешеходному туризму Людмилы Коровиной отправились в поход на хребет Хамар-Дабан. Эти горы располагаются в Республике Бурятия. Самая высокая точка – 2396 метров. Туристическая группа была сформирована на базе турклуба «Азимут», который действовал при педагогическом училище
города Петропавловск. И, соответственно, участники туристического похода были молодые. Все эти ребята были знакомы друг с другом. Все эти ребята хотя бы один раз уже были в походе. Несколько лет назад, до похода на горный хребет Хамар-Дабан, также под руководством Людмилы Коровиной, почти все ребята из этой группы ходили в поход в горы Тянь-Шань. Данный поход проходил в рамках туриады, массовых походов в леса и горы по всей России. Людмила Коровина, уже бывавшая на горном хребте Хамар-Дабан, самостоятельно за полгода до начала похода начала разрабатывать маршрут и порядок движения группы, хронометраж и пищевой рацион. Лично отбирала участников похода. Маршрут начинался от станции Мурино в Слюдянском районе Иркутской области, проходил через Лангутайский перевал, выходил на гребень хребта, ведущий к вершине Хан-Ула, высота 2371 метр, далее Гульцу-Ягодный, через вершину 2310 метров, также известную как пик Тритранс. Далее спускался к реке Снежной, далее через Патовое озеро, через Утулик, далее через перевал Чертово озеро выходил к Слюдянке. Маршрут был заявлен третьей категории сложности. Протяженность похода составляла 210-230 километров. Позднее Валентина Уточенко, единственная выжившая в этом походе, говорила, что маршрут Коровиной был страховочным по отношению к другой тургруппе, у которой была четвертая категория сложности. Маршрут пролегал по реке Хара-Мурин к озеру Патовое. Участницей этого похода была 16-летняя дочь Людмилы Коровиной Наталья. С этой группой Людмила Коровина и ее участники планировали позже встретиться в районе озера Патовое. 2 августа группа Коровиной на станции Мурино дала спасателям телеграмму о выходе. После этого они стартовали и практически сразу столкнулись с непогодой, сильным дождем, под которым они поднялись на Лангутайский перевал. За все время их похода был всего лишь один солнечный день. И в этот день туристы решили сделать дневку. Дневкой туристы называют день отдыха. На следующий день туристы продолжили путь под проливным дождем. Группа взошла на вершину Хан-Ула, прошла по хребту и оказалась на водораздельном плато рек Аникта и Байга. Последний раз туристы переночевали у озера Галичье. К вечеру 4-го дня в таких условиях они преодолели всего лишь 70 километров. И это при том, что сам маршрут был рассчитан на 5-6 суток. К вечеру 4-го дня туристы вышли к высоте Тритранс и приняли решение переночевать. К утру 5 августа к проливному дождю добавился мокрый снег. Вот что позже рассказывала Валентина Уточенко. 4 августа. Вышли на перевал Крутой. Сняли записку. Оставили свою. Днем спустились вниз. Группа шла по безлесной альпийской зоне. Пищу готовили на примусах. Примерно в 16:00 двигались к высоте Тритранс. Прошли 6 километров. Сильный дождь. Холод. Остановились на высоте без леса. Поставили 2 палатки. В 4 утра порвало растяжки палаток. Поправили. В 6 утра вырвало кол. Спальные мешки мокрые. 5 августа. 10 часов утра. Пришел Крысин. Сказал, что они намокли и замерзают. Шел снег. Ориентиров не видно. Собрали рюкзаки и стенкой стали спускаться вниз
в сторону долины Снежная. Прошли метров 10. Стал падать Крысин. Пытались поднимать. Он падал снова. Возле него осталась Коровина. Остальным дала команду спускаться вниз, но почти сразу остановила группу и попросила подняться за ней кому-нибудь. Таня достала тент, и остальные укрылись им. Я поднялась к Коровиной. Глаза у Саши были огромные, безразличный взгляд. Коровина нащупала пульс и сказала, что сердце не бьется. Попросила утащить Вику вниз. Я повернулась к той, а она меня укусила. Я дотащила ее до остальных. Татьяна стала биться головой о камни. Денис спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Пыталась поднять Тимура. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник. Укрылась тентом. Утром поднялась вверх. Увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику. Выше — Сашу и Коровину. Никто из них больше не воскрес. Валентина поняла, что нужно выйти к месту возможной встречи с людьми. Взяла из рюкзаков погибших и еду и карту. Спустилась к реке Аникте и там переночевала. На следующий день она наткнулась на заброшенную ретрансляторную вышку на высоте 2310 метров. И там провела еще одну ночь в одиночестве. На утро она заметила идущие вниз столбы. И в надежде, что они приведут ее к людям, двинулась в дорогу. Однако дома, к которым она вышла, оказались заброшены. Вскоре после этого девушка вышла к реке Снежная и отправилась вниз по течению. И здесь ей пришлось переночевать еще раз. 9 августа изможденная Валентина, пройдя 7-8 километров, остановилась и растянула на кустах у реки свой спальник. С момента гибели туристов прошло уже 4 дня. Вообще, вы можете себе такое представить? Девушка одна в лесу, в незнакомой местности, выживала целых 4 дня. Девушку заметила группа туристов из Украины. Да и вообще ее было сложно не заметить. Она кричала, размахивала руками, и туристы сразу поняли, что случилась беда. Девушка кинулась к одной из девушек из этой группы и начала рыдать. Бессвязно говорила что-то про гибель своих друзей. Туристы напоили ее валерьянкой и корвалолом, дали антибиотики и забрали с собой. В то время вторая группа из Петропавловска, в составе которой была Наталья Коровина, вышла к месту встречи – Патовому озеру. Наталья приняла решение подождать, потому что мало ли что могло случиться. На следующий день, не дождавшись туристической группы Людмилы Коровиной, решили, что они просто не успевают к оговоренному времени, и решили продолжить свой поход, ничего не подозревая. 18 августа, спустя 2 недели после гибели туристов, туристы, которые подобрали Валентину Утаченко, сообщили спасателям об ужасной трагедии. Спасатели, в свою очередь, сразу же заказали вертолет для поиска пропавших туристов. Но из-за непогоды поисковые работы начались только 21 августа, еще через 3 дня. На поиски погибших выдвинулась группа спасателей Бурятской поисково-спасательной службы, спасателей из Читы и Гусино-Озерска. Поиск усложнялся тем, что вершины, указанные в маршрутной книжке туристической группы под названием Третранс, на карте не было. Вот что говорил один из спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС Владимир Зинов. Мы знали только точку исхода и нашли место ночевки. С одной стороны, такое тундровое плато с большими перегибами осложняло поиски. Плюс ко всему, постоянно шли дожди, стояли туманы и была низкая облачность. Мы точно знали, что погибшие были прикрыты целлофановой пленкой, и поэтому искали это пятно с целлофаном, но никак не могли найти. В это же время в горах Хамардабана велись поиски еще 2 ребят из Омска. Они пропали без вести 17 августа, о чем спасателям рассказала 3-я участница похода группы из Омска. Девушка рассказала, что руководитель группы, 18-летний Иван Васнев и 18-летняя Ольга Индюкова, отправились на разведку и в назначенное время не пришли к месту сбора. Подождав сутки, оставшиеся 3 участников из омской группы
оставили на месте записку и продукты и отправились к людям. Вместе с двумя ребятами из Омска, которых подняли на борт вертолета уже на реке Снежной, спасатели отправились на поиски заблудившихся. Васнева и Индюкову удалось найти только спустя неделю, 24 августа. Они ждали спасения у реки Снежная, растянув синий полиэтилен на берегу реки. Спасатели взяли их на борт и отправились домой. Но по пути на склоне горы Третранс они увидели тела погибших туристов из Петропавловска. Спасателями было проведено обследование места происшествия. Было обнаружено, что туристы находились на чистом склоне на метров 200-250 по прямой ниже главного хребта, в сторону бассейна реки Снежная. До границы леса оставалось всего 200-300 метров. Неясно, почему туристы не захотели разбить лагерь в лесу среди деревьев. Тела туристов были погружены на один из вертолетов и доставлены в Улан-Удэ, где провели судебно-медицинскую экспертизу причин смерти. Вот что говорил в интервью Югов Константин. Когда к нам поступили на исследование 6 трупов туристов, перед экспертизой поставили задачу определить причину смерти, выявить телесные повреждения, исключить насильственную смерть. Эксперты работали в 3 направлениях. Установить и доказать как причину смерти общее переохлаждение организма всех трупов, выявить, возможно ли было массовое отравление, недоброкачественные продукты, токсические вещества. И третья причина – это механические повреждения. Прежде всего, мы внимательно изучили условия, при которых произошла эта трагедия. Сразу же определили, что факторами, способствовавшими наступлению смерти, являлись высокогорье, резко-континентальный климат с непредсказуемой погодой. В те дни, когда случилась трагедия, при низкой температуре и сильных осадках у всех пострадавших была мокрая одежда, плюс большая физическая нагрузка и кислородное голодание. В таких условиях смерть может наступить быстро. Были случаи, когда при подобных обстоятельствах люди умирали от переохлаждения в течение 2 часов. Из интервью эксперта Бюро судебно-медицинской экспертизы Республика Бурятия Викторова. При вскрытии Бапанова и Филипенко были обнаружены признаки общего охлаждения организма. В мышцах, печени отсутствуют питательные вещества, в частности гликоген. Все это дало основание поставить диагноз и определить причину смерти – действие низкой температуры. Иных повреждений, кроме действия насекомых и личинок мух, обнаружено не было. Вот что говорит заведующий судебно-гистологической лабораторией Улхутуев. В судебно-гистологической лаборатории была проведена гистологическая экспертиза органов и тканей туристов. Она показала морфологические изменения, характерные для нарушения общего кровообращения и дыхания, которые выразились в полнокровии всех внутренних органов и тканей, при общем малокровии в коже и мышцах, кровоизлиянии, так как нарушается проницаемость стенок кровеносных сосудов и отеки легких. Кроме того, эксперты выявили дистрофические изменения, характерные для белковой дистрофии во внутренних органах – сердце, печень, почки. Дополнительные гистохимические исследования тканей и печени, тканей сердца у погибших обнаружили полное исчезновение гликогена, которое характерно при общем переохлаждении организма. Гистологическая экспертиза и гистохимические исследования полностью подтвердили диагноз – общее переохлаждение организма, что и явилось причиной смерти туристов. Косвенные нарушения белкового обмена позволяют сказать, что у них были явления белковой дистрофии, возможно, даже голодания. Существует несколько версий произошедшего. Первая версия – общее переохлаждение и ошибки руководителя тургруппы. Вот что говорит о Людмиле Коровиной Голиус Юрий Евгеньевич, заместитель начальника поисково-спасательной службы Республики Бурятия. Я знал ее задолго до этого случая. Очень красивая, волевая, спортивная. Как-то раз пересеклись с ней на севере Байкала в Хакусах зимой 1982 года. Людмила с 2 мальчиками, лет 16-17 на вид, спустилась с гор в наш лагерь. Ребята выглядели слишком изможденными. Один из них даже топор не мог поднять, чтобы дрова наколоть. Мы дали им чай, хлеб. Они набросились так, словно никогда ничего не ели. Коровина сказала, что практикует школу выживания.
когда группа идет в поход с минимумом еды и одежды. Так якобы она их воспитывала, чтобы были готовы к непредвиденным ситуациям. Я возмутился. Это же подростки. И тогда, в 93-м, мы нашли последнюю стоянку группы, где они завтракали. Так вот, на этом месте мы нашли одну пустую банку из-под тушенки. Холод, дождь, снег пробрасывает, а Коровина, выходит, распорядилась одну банку тушенки на 7 разделить. Я думал, может быть, обертки от конфет или шоколада найду? Ничего. Вот так они и ели, по чуть-чуть. Неудивительно, что все разом умерли, организмы истощились. При этом спасатели полагают, что Коровина, практикуя экстрим-туризм, сознательно нагнетала высокий темп похода, желая выйти на встречу с группой дочери в строго назначенное время. Именно поэтому уставшие туристы решили разбить палатку на склоне горной вершины, легко продуваемом месте, а не спускаться к лесу. Это привело к трагедии, которая произошла утром 5 августа. В фильме «Расследование «Жду и верю» турист-исследователь Владимир Жаров приводит данные маршрутной книжки тургруппы Коровиной, из которой следовало, что на каждый день похода приходилось 510 грамм продуктов на человека, что при низкой температуре позволяло только надеть рюкзак и согреться. На движение калорий уже не хватало, и у туристов должен был чувствоваться постоянный энергодефицит. Усугубил ситуацию и тот факт, что спасатели так и не получили телеграммы о выходе петропавловских групп на маршрут, отправленных со станции Мурино еще 2 августа. Вторая причина – это влияние инфразвука. Вот что говорит турист Владимир Парсенков. Если взять верхушку двух соседних гор и провести прямую между ними, то вдоль самого хребта при скорости ветра порядка 15 метров в секунду проходит порядка 60 тонн воздуха в секунду. Я считаю, это наиболее вероятный источник этого инфразвука. Аналогичной точки зрения придерживается участник поисковой операции из Петропавловска Николай Федоров. Наше предположение. Шел антициклон и был сильный ветер. Начались магнитные колебания. В движение пришли огромные потоки воздуха, которые создали инфразвук, и он мог подействовать на психику. Отдельные скалы под сильным ветром могут становиться инфразвуковым генератором огромной мощности, что вызывает у человека состояние паники, безотчетного ужаса. Со слов девочки, которая выжила, ее друзья вели себя беспокойно. Речь была сбивчивой. Третья версия – это отравление озоном. Данной версии придерживается турист Евгений Ольховский, участник совместных походов с Людмилой Коровиной. Он считает, что ребята попали в высокую концентрацию озона, вызванную сильным грозовым фронтом, из-за чего организм и не выдержал. Последняя причина – это отравление химическими веществами. Врач-травматолог из Челябинской области Николай Тарасов считает, что группа попала под воздействие паров серной кислоты. Ядовитый выброс из-за температурной инверсии не рассеялся, а перенесся на большое расстояние, а потом вместе с осадками образовал большое зараженное пространство. У крысина шла пена и кровь изо рта, что является признаками ингаляционного отравления. Пары серной кислоты могло принести из Китая, что возможно при пренебрежении правилами безопасности при промышленном производстве. Что же произошло на плато? Почему участники группы сняли с себя обувь? Почему никто не воспользовался спальниками? Почему тургруппа решила разбить свой лагерь на открытой местности, а не в лесу, который находился всего в 200-300 метрах ниже? Вот что рассказывал Александр Квитницкий, турист из Киева, который был в составе группы, нашедшей Валентину на берегу реки Снежная. Получилось так, что мы были первыми, кому Валя рассказала о гибели друзей, вспоминает мужчина. Она говорила, что у них была чудесная руководительница и что они торопились поскорее пройти маршрут, поэтому очень устали. Когда наступила непогода, они все очень замерзли, но не спускались с хребта, чтобы переждать ненастье, а все время шли. От этого еще больше устали. Как она говорила, все началось с гибели самого сильного участника похода.
молодого крепкого парня. Валя рассказывала, что руководитель группы считала его своим сыном, потому что воспитывала с детства. У парня прихватило сердце, и он внезапно умер на глазах у всех. От этого руководительница потеряла оставшиеся силы, сказала всем спускаться вниз, а ее оставить с этим парнем. Ребята, конечно, не бросили ее, и она также умерла на их глазах. Что было дальше, мы так и не смогли разобрать. Валя описывала все как приступ массового безумия. Несмотря на ее попытки организовать дальнейшее передвижение с оставшимся коллективом, было просто невозможно. Она даже пыталась тащить кого-то за руку с собой, но он вырвался и убежал. А Валя, крепкая деревенская девочка, которая привыкла к физическим нагрузкам, оказалась самой стойкой из всех. Ей было так же невыносимо холодно, как и остальным. Она тоже коченела на ходу, но ее спасали мысли о родных. Девушка думала, что будет с мамой, если она не вернется домой. Взяв спальник и полиэтилен, Валя ушла вниз, к лесу. Там переждала погоду, а когда вернулась, увидела, что все мертвы. Позже добрела до реки и решила помыть голову. Она рассуждала так: если уж умирать, то нужно хорошо выглядеть перед смертью. К тому времени погода установилась. Пекло солнце. На реке мы ее и заметили. Валя была простужена. Мы поили ее антибиотиками и другими лекарствами. А когда продолжили маршрут по реке, то встретили москвичей, которые до Иркутска добирались вместе с группой Вали. Они рыбачили на берегу, заметили девушку и стали спрашивать, где все остальные и как у них дела. Валя рассказала им все, что случилось. Это был шок для них, ведь за время в пути они успели сдружиться. Позже, когда уже были найдены тела, наши ребята помогли Вале купить билеты на поезд и проводили до дома. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете насчет всей этой истории, какой версии придерживаетесь вы. Мне будет интересно почитать ваши комментарии и пообщаться с вами. Ну а на этом первая история нашего клуба подходит к концу. А я вас люблю, целую, обнимаю.